Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим вкусный домашний торт «Карамельный орешек». В основе его ореховый бисквит, который нравится всем, кто его пробовал. Я предлагаю его испечь и вам. Возможно, он тоже станет вашим любимым. Тем более, что готовится он несложно и подходит для большой компании. В описании под видео указано количество ингредиентов. Для начала грецкие орехи я подсушила на сухой сковородке и измельчаю в блендере, но так, чтобы оставались небольшие кусочки. В чашу миксера вбиваю яйца и буду готовить бисквит. Добавляю сахар, немножко соли и взбиваю. Сначала на небольшой скорости, затем увеличиваю скорость до пышной светлой массы, до увеличения в объеме, примерно 10 минут. Затем добавляю сюда орехи, ванильный сахар и обыкновенную воду комнатной температуры. На небольшой скорости перемешиваю. В муку я добавляю разрыхлитель. Все это хорошо перемешиваю и просеиваю в яйца. На небольшой скорости опять же перемешиваю примерно секунд 30. Обязательно снимаю муку со стенок миски, так чтобы все равномерно вмешалось. Форму для выпекания я застилаю пергаментной бумагой, выливаю туда все тесто. Духовка у меня разогрета на 180 градусов, бисквит выпекается 20-25 минут. Обязательно проверяем на готовность деревянной шпажкой. Таких бисквитов нам понадобится 2. Тесто для второго бисквита я готовлю непосредственно перед выпеканием. То есть сразу я не готовлю на 2 части. Количество ингредиентов под видео будет указано для одного бисквита. Когда у меня оба бисквита испеклись, я их полностью оставляю остыть на решетке и в это время готовлю крем. Он самый простой, вкусное сливочное масло, мягкое, я взбиваю вместе с вареным сгущенным молоком, просто до однородного состояния. Затем, когда у меня уже остыли бисквиты, я их разрезаю пополам, и в итоге у меня получается 4 коржа. Посмотрите, какие пористые бисквиты получаются, очень воздушные. Собираю торт. Ну, здесь все по классике. Кладу первый корж, все количество крема делю примерно на 3 части. И каждый корж смазываю кремом так, чтобы было равномерно. Если вы хотите большее количество крема, то увеличьте все ингредиенты, либо просто сливочного масла добавьте больше. Тут уже смотрите по своему усмотрению. По моим пропорциям торт получается такой в меру прослойка, вот так, как любим мы. Но есть люди, конечно, которые любят большее количество, больший слой крема, то, повторюсь, просто увеличьте продукты. Для последнего коржа я обязательно оставляю дно бисквита так, чтобы у меня получился ровный верх. Выкладываю последний корж, обязательно немного прижимаю. И бока я ничем не смазываю, а вот просто прохожу силиконовой лопаткой и промазываю тот крем, который выделился между коржами. Ставлю в холодильник примерно на 2-3 часа, а в это время приготовлю глазурь. У меня она очень вкусная, я ее вообще люблю, эту глазурь. Смешиваю сливочное масло с сахаром, сметаной и какао. Сразу скажу, что готовьте двойную порцию. Когда большой слой глазури сверху на торте, то это намного вкуснее. Соединяю все эти продукты, ставлю на плиту до закипания, примерно 30 секунд кипячу, загустела, снимаю с огня. Торт я достала из холодильника и сразу же глазурь в теплом виде наношу на торт, потому что она очень хорошо застывает. Промазываю верх торта. Опять же, бока смазывать не буду, потому что, в принципе, этот торт я сразу нарезаю порционно на кусочки в виде пирожных. Проглаживаю еще вот так вот шпателем, чтобы было ровно и красиво. Глазурь такая, видите, глянцевая получается. И ставлю в холодильник на несколько часов. В идеале, конечно, можно убрать вообще на ночь. И вот на утро я уже достала торт. Как видите, глазурь стала более матовая, но она очень хорошо застыла. Я нарезаю порционно на пирожные. Очень вкусно, друзья, торт получается. И, как видите, готовится тоже он просто. Удобно подавать на каких-то застольях, фуршетах. Вкусно, красиво и несложно. Очень надеюсь, что рецепт вам пригодится. Жду ваших отзывов в комментариях. Всех благодарю за лайки, подписки, за вашу поддержку. Ценю каждого. Всем мира и добра. Пока!